Очередной выпуск новостей на канале Новороссия ТВ, посвященный выборам. Сегодня очень важное событие. Проходят первые официальные выборы Донецкой Народной Республики. 2 ноября 2014 года мы делаем первый серьезный шаг навстречу нашему светлому, независимому будущему. Я считаю своим гражданским долгом сделать свой выбор. И приглашаю вас на голосование. Мы находимся на территории Донецкого лицея номер 6, где расположился избирательный участок номер 131. У меня есть паспорт. Так как я прописана в Ленинском районе, а пришла голосовать в Калининский, я также подготовила заявление, в котором прошу, чтобы мне предоставили возможность голосовать именно в Калининском районе. Теперь мы подходим к избирательной комиссии. Итак, я подошла к избирательной комиссии, и я надеюсь, эти приветливые люди зарегистрируют меня в списке избирателей. Я ставлю 2 своих подписи. Я сейчас расписалась на будущем Новороссии. Скажите, пожалуйста, а высокая явка избирателей сегодня? За все время моей работы в избирательных комиссиях такой высокой явки не было никогда. Мне выдали 2 бюллетеня для голосования. Давайте посмотрим, что здесь написано. Бюллетень 1 по выборам депутатов Народного совета Донецкой Народной Республики. И кого же нам предлагают? 1. Общественное движение «Донецкая Республика». И 2 вариант – общественное движение «Свободный Донбасс». Очень интересно. Давайте посмотрим 2 бюллетень. По выборам на должность главы Донецкой Народной Республики. Здесь 3 кандидата. Захарченко Александр Владимирович, Сиваконенко Юрий Викторович и Кофман Александр Игоревич. Теперь необходимо проследовать в кабинке для голосования. Чувствую серьезную ответственность за то, что я сейчас буду делать. Но так как голосование у нас тайное, я спрячусь за шторкой. Я сделала свой первый вклад в формирование Донецкой Народной Республики. Город Новоазовск. Выборы здесь проходят в местном дворце культуры. Это участок избирательный 685. Выборы проходят в атмосфере праздника. На улице играет музыка. В холле самого дворца культуры выступают творческие коллективы. Я скажу, на высочайшем. Всем пускай весь мир смотрит и не врут, что люди идут принужденно за какие-то выгоды. Нет, вы видите праздник. Я вам откровенно скажу, я здесь местный житель, я 17 лет походным атаманом был, казачий полковник Быкадоров Борис Ильич. Я скажу, таких выборов никогда не было. Поэтому я горжусь своим народом, своей станицей. Да, я просто вам скажу, что эти мои слова, пускай на весь мир звучат, пускай вот те злые языки, которые чешут, черти что-то, пускай не думают, что с нами надо считаться. Считаться с нами надо. Это казачья станица. Народ наш трудолюбивый, хороший, все, миролюбивый народ. А кто затеял, это страшно. Вы вообще отвечаете за выборы, правильно я понимаю? Не за выборы, а за организацию правопорядка здесь. Да. А были ли какие-то нарушения? Боже звал. Поселок Седово, Новоазовский район, Донецкая Народная Республика. Мы находимся возле избирательного участка 686. О ситуации и о выборах нам рассказала председатель избирательной комиссии Клименко Галина. Она сказала, что участок открылся вовремя, в 8 часов утра, что на момент 11 часов дня уже проголосовало 437 человек. Среди голосующих достаточное количество беженцев из Донецка. Они все могут проголосовать по предварительному заявлению. Жалоб не было, ничего не было, никаких провокаций, ничего не было. Мы открыли, все нормально, идет тихо, спокойно идет голосование. Весь процесс спокойно идет? Весь процесс идет спокойно. У нас очень много беженцев, около 1000. Поэтому они тоже активно идут, беженцы. И Донецк, с какого района? Донецк, Макеевка, Горловка идет.
беженцы. Они у нас проживают сейчас и... А для них какая-то особая процедура голосования Нет, предусмотрена? по заявлению. По заявлению вся Донецкая область у нас голосует. Или охраняете порядок? Кто-то как наблюдатель, а я председатель районного совета, Кельмановского районного совета. Это у меня, так сказать, камуфляж оттуда. Вот. Ну, я атаман, донской казак с деда-прадеда, поэтому я здесь, на своей земле. Как проходят выборы, по вашему мнению? Выборы проходят очень активно, и причем на всех избирательных участках. Мы, допустим, на 12 закрыли где-то больше 50%, на 15:00 где-то местами 70, местами 90 даже процентов. Так что люди идут, и причем как на праздник идут. Не было ли каких-то провокаций? Пока, слава богу, нет. Скажите, пожалуйста, откуда вы наблюдаете? Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека. Вместе с коллегами из разных стран мы приехали в качестве международных наблюдателей. В Донецке я был в прошлом месяце. Мы выезжали сюда в связи с обнаруженными массовыми захоронениями людей. Вот, а сейчас на выборах. Были на избирательных участках в Донецке и в других населенных пунктах. Очень высокая явка. Это понятно, что республика находится в непростой ситуации. Идет война. Киевская власть, Национальная гвардия постоянно нарушает права граждан Новороссии и, в частности, Донецкой Народной Республики. Обстрелы территорий даже после различных соглашений и перемирий, которые не соблюдаются, применяются запрещенное оружие, уничтожается инфраструктура, гибнут дети, женщины. И, конечно, Донецкой Народной Республике не просто выживать в таких условиях, но, тем не менее, она уже и в ходе прошедшего референдума заявила о своем особом пути, и поэтому сейчас идут выборы органов власти. Республика хочет развиваться и жить в мире, поэтому, естественно, что такой большой подъем духовных граждан, что такая высокая явка. Ну и, конечно, не просто было организовать выборы в таких условиях, но, тем не менее, мы видим, что все процедуры соблюдаются. И я надеюсь, что с завтрашнего дня начнется новый этап истории Донецкой Республики. Какие-то нарушения? Вчера и сегодня мы встречались с председателем Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики. Он нам сказал, что в ходе избирательной кампании жалоб не было. Сегодня он говорил о том, что продолжаются хакерские атаки на сайт ЦИК. Интересно, что здесь проходило интернет-голосование. Так что все, что было возможно в этих непростых условиях, ЦИК сделал, и поэтому выборы проходят. И еще скажите, коллеги, из каких стран присутствуют здесь? В нашей группе, с которой непосредственно со мной приехала, общественники из Великобритании, Франции, Латвии, африканских стран. Ну, здесь мы встретили коллег еще из Италии, Соединенных Штатов Америки. Поэтому, ну, как я понимаю, более чем 30 стран представлено. Ну, а всего более 50 наблюдателей, может быть, даже и больше. Спасибо большое. Спасибо. Зачем носила рябиновые мусы, рябиновые... Территориальная избирательная комиссия номер 701. Были ли нарушения, вовремя ли открылся участок? Да, мы открылись вовремя, 8 часов, как и запланировано. Вот. Нарушений нет. Вот, все понимают, вот, все соблюдают правила голосования. Вот. У нас
На данный момент, по крайней мере, все. Провокации были какие-то? Нет, не было провокаций. Охотно ли идут люди? Да, идут. Если бы вы именно прибыли бы с утра, у нас особенно была яркая явка, это с 8 до 3 часов. Потом был маленький перерыв, и опять люди, которые работают, опять пошла явка побольше. Для чего эти выборы проводятся? Вы, конечно, тоже понимаете, чтобы у нас наконец-то была стабильность, мир и благополучие. Спасибо большое. I am very satisfied. Я очень удовлетворен. We have seen a very high participation of people in the polling stations. Many people. Мы видели очень большой наплыв народа на этих выборах. It seems that the procedures were transparent. Сама процедура была прозрачной. Clear. Четкой. Absolutely the same standard was used in other elections that I have attended as observer. Они использовались и проходили по тем же стандартам, что и те выборы, которые я в последнее время наблюдал в других странах. If someone has to complain, this is the same standard used last week in the Ukraine. Если жаловаться, честно говоря, это те же стандарты, по которым проходили выборы на Украине. Even actually more transparent in some ways. Даже более прозрачны. А не было ли каких-либо нарушений замечено? Have you seen some violations of the standards or the procedure? With my own eyes, though, of course, I am not in any police station, but с моей точки зрения нет ничего. Я же, конечно, не был на всех участках. From what we have seen people happy to go to vote. Professional people that works here in the polling stations. Профессиональные люди работают здесь в избирательных комиссиях. So, from what we have seen, everything is gone better than I expected. Намного лучше, чем я даже ожидал. Thank you. As far as the standards of democracy are concerned, of course there is no ideal model, but at least I can express my certainty that this election is more democratic than the one held in under the Kiev regime exactly 1 week ago. И я могу также сказать, что по моим наблюдениям, те выборы, которые проходят здесь, они не менее демократичны и не менее прозрачны, чем те, которые проходили под киевской властью. Как, по-вашему, проходят выборы? Выборы проходят на высшем уровне. Мне она очень впечатляет, с праздничным настроением, несмотря на что такой обстановки. Она очень впечатлительна. И смотрю, никто не жалуется, никто ничего, никаких замечаний никто не делает. И нарушения не были зафиксированы? Нет, абсолютно, даже близко, даже не видно. Такое праздничное настроение у народа. Аж я даже удивлен. Прозрачно ли проходят выборы? Так точно, да. Здесь проходят на высшем уровне выборы. И, во-первых, и организации для проведения выборов подготовились на высшем уровне. И откуда вы наблюдаете? Я из Абхазии, депутат парламента Республики Абхазия. Спасибо большое. Всего вам доброго.